Добрый день, дорогие водолеи! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу вам ваш гороскоп на январь 2024 високосного года. Ну что, дорогие, присаживайтесь поудобнее, и я буду рассказывать. Ну что, ребят, вот и наступил Новый год, вот и наступает время новых открытий, новых действий, активных действий, интересных действий. Я не скажу, что этот месяц будет для вас месяцем сложных событий. Я скажу больше, что все то, что будет случаться с вами в январе, оно будет идти на пользу. Нет ни одного напряженного аспекта у вашего прямого управителя Урана в этом месяце, поэтому все, что вы будете делать, усилия, которые вы предпримете, они просто дадут какие-то потрясающие, невероятные плоды. Жизнь изменится вот строго на 180 градусов, если вы будете делать, идти в развитие, развиваться, делать активно, внедрять все то, что давно хотелось, что сидело у вас под корочки, на что вы боялись даже замахнуться, на что вы даже не пытались претендовать, да, и вам говорили: ой, да ладно, куда ты со своими идеями нужен, да. Ребят, запускаем, начинаем работать. Даже несмотря на то, что там новогодние праздники, есть такой момент залениться, но после праздников, то есть первая неделя января, понятно, хочется отдохнуть и может себе позволить, да. Вторая, третья, четвертая неделя января — прекрасное время для того, чтобы работать, трудиться, внедрять, пробовать, экспериментировать, менять, делать что-то новое, не старое, да, делать новое обязательно, да, то, что даст невероятный толчок к развитию, и это как раз-таки будет ваш январь. Что касается последней недели января, то здесь, конечно же, разворот Урана, вашего прямого управителя. Да, разворот Урана, и все то, что не получалось последние полгода, с сентября месяца, когда он развернулся, да, как раз-таки пойдет как надо. Разворот закончится 1 февраля, и с 1 февраля вот те глобальные проекты, дела старые, которые вы делали, вели, и они не получались, с 1 февраля вот начнутся, еще несколько дней дайте на устаканиться, и пойдет работа. Январь же создан уже сразу для того, чтобы внедрять нечто новое. Если же вы уже устали держаться за старое, если вы устали уже заниматься вот теми делами, которые уже столько сил отняли, и уже нет ни сколечко эмоций туда вкладывать еще больше, поэтому начинайте новое прекрасно, действуйте, экспериментируйте, да, говорю еще раз. В январе нет ни одного напряженного аспекта, чтобы можно было отступить назад. Есть только вариант, что вы захотите залениться. Это всегда так. Когда на небе нет напряженки, хочется вот прям, обстоятельства не толкают, да, и хочется так вот прям: ой, ну ладно, когда-нибудь успею. Ребят, давайте уже начинайте, да. Еще, конечно же, будет держать в тонусе такой момент, даже я бы сказала, это не будут палки в колеса от Вселенной, там, я не знаю, от планет, да. С 23 числа января Плутон переходит из знака Козерога в знак Водолея, да, ребят, и здесь, конечно же, начнется мощный глобальный толчок в развитии информационных технологий, активности, все, что связано непосредственно с водолейской деятельностью, креативный дизайн, общение, международка глобальная, то есть все те идеи, которые сидели давно, которые не развивались, было сложно поднять, развить, договориться, я не знаю, где возникали хоть какие-либо трудности, на последние 2 года как раз-таки начнут развиваться, да, то есть еще 24 год такой будет слегка туда-сюда, в этих проектах будет не сильный скачок, я бы сказала, не будет сильного развития, да, то есть они будут развиваться, но периодически они будут так не потухать, а замирать, да, но с конца 24 года, когда уже Плутон окончательно войдет в знак Водолея и больше не будет разворачиваться, это начнется с каждым годом, квантовый скачок всех ваших проектов, которые вы наметили, да, дорогие, поэтому здесь, конечно же, понимайте и осознавайте.
главное, еще раз хочу сказать, сделайте план того, что вы хотите сделать на жизнь, кем вы хотите стать через 5, 10, 15, 20, 30 лет, какой у вас план на эту жизнь, какой вы след хотите оставить в своей жизни после себя, потому что я знаю, истинный водолей постоянно хочет что-то создать, что-то такое сделать для людей, стать каким-то таким человеком, оставить вклад в развитие общества, человечества. Поэтому, мои дорогие любимые водолеи, конечно же, дерзайте. Понимаете, осознавайте, вот мы уже подходим, мы уже на пороге эры Водолея, еще 3, как говорится, будем годика туда-сюда, в 2026 окончательно перейдем в этот знак, и будет нам, как говорится, в знак эры Водолея, да, и будет уже, как говорится, совершенно другой мир, и здесь, пожалуйста, не растеряйте весь свой запал, все свои амбиции и желания, да. Что касается любовной сферы, конечно же, знак Водолея означает не просто такое, так дается вот такое мощное, классное развитие, да. Конечно же, здесь есть свои минусы всегда. Знак Водолея — это такой знак свободы, знак освобождения, обнуления, и, конечно же, это очень часто переносится на личную жизнь, на любовные отношения, на партнерские отношения. Здесь, пожалуйста, понимайте, что можно по пути растерять своих любимок, вторых половинок, захочется настолько освободиться, высвободить, то есть ценой личной жизни уйти в работу, в карьеру. Ребят, постарайтесь стоять 2 ногами и на работе, на социальной реализации, и на семейной реализации, да. Это, конечно же, сложновато, но это можно. Когда ты создаешь нечто глобальное, нечто интересное для людей, то да, можно, и я вам говорю, это однозначно у вас получится, потому что, ну, такой сложный знак, конечно же, есть водолеи, которые при всех своих таких потрясающих качествах им сложно просто разобраться в личной жизни, да, то есть такие гениальные в творениях, но как слоны в посудной лавке в личной жизни, поэтому здесь, конечно же, понимаете всю ответственность, что вы несете, все, что вы делаете, и здесь ни в коем случае не рубите вот так вот сгоряча для того, чтобы оно у вас не получилось. Знаете как, когда пришел к той цели, которую хотел реализоваться, но оно, вот знаете, получилось так один. То есть получилось вот это обнуление ценой всего. Так себе, конечно, история, задачка, но будьте мудры здесь. Водолею сложно включить вот эту мудрость, проще включить изобретательность, креатив, но с мудростью у водолеев сложно. Поэтому, ребят, будьте тем самым интересным водолеем, который идет в развитие, но при этом стоит 2 ногами туда, где хочется. Да? То есть, ребята, подытожу. Январь месяц, когда будет много чего получаться, когда будет прям срабатывать, и вы будете говорить: вау, почему так классно получилось, почему так смоглось, почему раньше не было, но при этом будет провисать личная жизнь, и личная жизнь будет, конечно же, оставлять такой след на взаимоотношениях. Сначала вы будете чувствовать вот эту свободу, высвобожденное время, вот эту вот энергию, когда движняк, классно, но дойдя до своей конечной цели, подумайте, будете ли вы потом сожалеть о том, что вы растеряли по пути тех, кого по факту можно было и не терять. Нужно было просто высвободить как бы времени и расширить вот этот свой круг, объем, я бы так сказала, своего сердца, не просто для своего любимого дела, да, а для всех своих близких. Поэтому, мои дорогие, двоякий такой интересный месяц, но он пойдет очень сильно на пользу. И, конечно же, ребята, понимайте, что
момент разворота Урана, да, уже вы будете запускать свои соляры, да, дорогие водолеи, здесь будет активное время дней рождения, события будут стучаться в дверь, и, конечно же, понимаете, что очень много энергии будет высвобождаться на эти события, и вы, правда, вы достойны для того, чтобы начать делать все то, к чему шли, но при этом понимаете силу своего слова и силу своих действий. Поэтому, мои дорогие любимые водолеи, все будет складываться хорошо, если вы будете складывать свою жизнь хорошо. Захочется пылить, захочется быть таким агрессивным, но при этом я вам скажу, что даже Марс находится целый месяц в прекрасном трине к вашему прямому управителю Урану, поэтому будет прекрасно все получаться, и действия ваши будут не просто для того, чтобы там какие-то дикие, непонятные, какие-то странные, то есть если вы нарисуете себе прям четкую цель, куда вы идете, зачем вы туда идете, то у вас реально получится это сделать, да? Вот такая немножко нотка мотивации, как говорится, на январь, на ближайший, да, хорош на самом деле получится месяц, если вы будете делать, а если захотите сделать вот этот вот как раз таки квантовый скачок, про который я говорила, прекрасное время начать именно с января, потому что месяц располагает, расчищает нам энергию, высвобождает, заканчивается уже вот эта декабрьская гонка, уже все, уже в январе мы плавно начинаем готовиться к весне, и это как будто, знаете, такой новый цикл, как будто мы обнулились, но ваше обнуление, конечно же, будет в конце января, да, как раз таки под ваши дни рождения, запуски соляра. Это очень, кстати, интересно, что именно к вашему дню рождения у вашего правителя разворачивается такой: вспомним, что мы водолеи, да, и начнем делать то, ради чего мы рождены, да. То есть такой очень классный, интересный момент, и чтобы вы понимали, там, в момент, например, запуска соляров Тельцов Венера не всегда разворачивается, ну вот такое, да, момент, ну, скажу вам больше, очень редко в этот момент она разворачивается. Тут вот у вас, понимаете, Уран такой мощная планета, и она обычно в январе разворачивается, поэтому здесь понимаете, что жизнь будет меняться, и если вы эти полгода жили как бы не очень, то следующие полгода ловите, как говорится, на волне, да, у меня есть такие клиенты, которые пишут: Женя, полгода просто жесть, а потом полгода прям вау, классно, как будто я на серфинге скачу, да. Ну вот так, ребята, бывает, это цикл Урана, он разворачивается плюс-минус полгода, 7 месяцев, 8 месяцев или 5 месяцев, в зависимости от года, каждый раз немножко по-разному, на то он и Уран абсолютно нестабильный, на то это и водолейский характер абсолютно нестабильный, то есть у Водолея постоянная нестабильность, то есть вот его нестабильная жизнь, вот это вот такая стабильность, вот не может Водолей жить обычной жизнью, когда все как у всех, когда все понятно и все по такому четкому, жесткому графику. Ну, если, конечно, у вас асцендент не в Козероге, тогда вы можете так жить, Водолей, да. А если у вас еще и асцендент Водолей, и по Солнцу вы Водолей, то вам вообще сложно жить обычной, стандартной, классической жизнью, поэтому ловите как раз-таки все те плюшки планет, которые разворачиваются, создают вам праздник, интересное настроение, новые события и заставляют вас двигаться дальше. То есть ловите все те идеи, которые приходят вам в голову. Да, может быть, они странные, да, может быть, они сложные, да, придется сломать мозг, но, ребят, вы родились таким сложным знаком зодиака. Необходимо сложить всю свою мудрость, знание, интеллект, да, и раскрутить свой мозг в прямом своем смысле и что-то классное создать для людей. Поэтому, дорогие мои водолеи, вот такой интересный будет для вас месяц январь. Как обычно по классике, готовимся к дням рождения, собираем кучу событий, плюшек, мероприятий, объединяем друзей, знакомых. Да, главное, ребят, понимайте, что в следующих годах, в следующее время сложно будет идти вам в развитие без друзей, без вот реально, вот нужно быть постоянно в тусовке единомышленников, когда те люди постоянно думают, как вы,
вы, и вот эти идеи культивируются, вы что-то создаете, вы что-то изобретаете, да, то есть обязательно нужны друзья, как минимум с кем-то обсудить, неважно какого вы полета птица Водолей, высшего или пониже, или среднячок, вообще без разницы. Необходимо постоянно выговариваться, рассказывать что-то, какие-то новые темы друг другу, вот это вот постоянно должна энергия культивироваться для вашего же развития, ну, для развития всего мира, естественно. Поэтому, мои дорогие, горячо любимые Водолеи, обожаю вас всех сердцем за вашу нестандартность мышления, креатив. Кстати, астрология тоже идет под Водолеями, потому что это нестандартная деятельность, да, которая не поддается просчетам обычным мозгам, да, поэтому, дорогие мои любимые Водолеи, действуйте. Сложно будет вам в январе, если вы будете не действовать, да, оно будет так лениво, но если вы как минимум наметили цель, план и начали уже внедрять, будет хорошо. Дорогие мои любимые Водолеи, спасибо, что были здесь и досмотрели это видео до конца. По классике в конце вот здесь актуальные ролики, которые вы можете посмотреть к новогоднему столу под праздники, новогоднее чтиво, гороскоп на 24 год для знака зодиака Водолей. И, как говорится, если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео, я обязательно на них отвечу, но при этом вам необходимо написать дату, время и место вашего рождения, ну и сам вопрос, который для вас важен. Если же вопрос слишком личный, вы не хотите, чтобы больше его никто не видел, в ссылке шапки профиля есть ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию до 7 января, там вкусные, потрясающие праздничные цены, будем работать, как говорится. Ребят, спасибо, что были здесь, и увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока.